Бизнес на часах. Для вас Россия – это больше романтика? Нет, это моя жизнь. Наша цель – это стать русским Ролексом. Несколько раз, конечно, руки падали и хотелось все бросить. Как англичанин построил бизнес в России? Это программа «Шаги в бизнес». Просто о сложном. Наши герои – иностранцы-бизнесмены. Они строят бизнес здесь, в России. Разбираемся, почему предприниматели из разных стран мира выбирают для бизнеса Россию. Узнаем о проблемах и перспективах, о решении проблемы. Самое главное, кто готов протянуть руку помощи. У каждого героя своя версия шагов в бизнес. Смотрим честно, правдиво и только у нас. Чтобы делать часы, которые я ношу на руке, требуется 8201 операции. А еще мы впервые заставили сверить часы бизнесменов, экспертов и героя программы. У каждого из них своя версия шагов в бизнес в России и за рубежом. То есть вместо матрешки сейчас иностранцы уже выбирают часы? Ну, конечно, нет, но некоторые, да. А у вас часы? У меня часы тикают. Не снимайте ракету. Я уже не могу жить без часов. Время не остановить, но герой нашей программы Дэвид Хендерсон Стюарт повернул время назад. Вместо Англии – России. Вместо юридической сферы – часовой бизнес. Мы открываем двери мастерской. Здесь создают новый дизайн часов. Разбираемся, как устроена часовая индустрия в России. Это версия шагов в бизнес от Дэвида. Дэвид, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, наступило ваше время? Наступило в нашем деле. Время слишком быстро бежит. У нас проект гигантский. Что для вас бизнес в России? Здесь больше свободы, я думаю, чем в других странах. То есть это ваш взлет в бизнесе? Да. Наверное, даже во Франции, которая страна люкса, нету таких еще уже старых брендов, которые можно так возродить великой историей. Наверное, они все уже, те, которые были, они уже все были заново запущены. И мы очень счастливы, что в России именно это еще возможно. Я Дэвид Хендерсон Стюарт, англичанин с русскими корнями, уже 15 лет живу в России и соучастник великого часового завода «Ракета» в Петербурге. Отец Дэвида англичанин, мама француженка с русскими корнями. Дэвид родился в Новой Зеландии, потом семья переехала в Англию. Там прошло детство и студенческие годы Дэвида. С отличием окончил университет Сорбонна во Франции, Оксфорд в Англии. Более 10 лет работал адвокатом в международной компании в Европе. В 2009 году вместе с партнером Жаком фон Палье выкупили и восстановили Петродворцовый часовой завод в Санкт-Петербурге, где сохранились технологии создания легендарных советских механических часов «Ракета» и «Победа». Сейчас Дэвид один управляет заводом, развивает традиции часового мастерства в России. Открыл школу часовщиков при заводе. Он россиянин, и часовой завод – дело его жизни. И это его личная победа. Каждая из этих моделей отражает кусочек истории России, кусочек старого дизайна. Когда вы пришли на завод, ничего этого не было? Завод всегда работал, завод никогда не закрылся. Он перешел очень сложные моменты в 90-х, 2000-х годах. Все наши дизайны, они основаны на старой модели. Мы только самые яркие из них начали уже выпускать. Гагарин наш герой, да? Он всех вдохновляет, и у нас в коллекции несколько часов, связанных с космосом. Вот эти часы, мы их нарисовали вместе с героем Советского Союза и России Сергеем Крикалев. Это часы не в честь космонавтов, а для космонавтов. В этом году мы выпустили еще одни часы, называется «Русский код». Там специальный механизм, который позволяет всем стрелкам вращаться в обратную сторону. Было время, когда вы только пришли на завод, выпустили первую коллекцию часов, и тишина, клиентов нет. Да. Ну, несколько раз, конечно, руки падали, и хотелось все бросить, потому что объективно не получалось. Как вышли на люксовые полки? Ну, люкс – это то, что редкое. Во-первых, очень мало кто в мире сегодня умеет производить механические часы. Они не умеют производить то, что мы производим. Это наш собственный механизм, это сердце наших часов. А какая ваша цель? Наша цель – это стать русским Ролексом. Завод был основан еще Петром I в 1721 году. Часы здесь выпускались в честь знаковых побед России. Полет Гагарина в космос, русский балет, Олимпиада. Но почему успешный европейский адвокат выбрал часовую индустрию и завод банкрот в России?
Когда началась ваша история? Когда мы вошли, да, мы возродили завод, его осовременили, начали удивительные коллаборации с Натальей Водяновой, выпустили наш собственный механизм с автоподзаводом, построили самый большой механизм в мире для детского мира, сделали часы для космонавтов и уже переходим на золотые часы. Пошли. Идем в дизайн-студию «Сердце», где разрабатываются часы. Что это здесь? То раньше все на заводе рисовали из руки. Это очень старые чертежи, которые из руки были полностью нарисованы. Сейчас мы, конечно, все перешли на компьютер. Никто не верит в успех. Отсутствие поддержки. Инвесторы не готовы вкладываться в часовую индустрию. Это ключевые проблемы, с чем Дэвид сталкивается каждый день. И все же для него Россия – это страна возможностей. Почему иностранец сделал ставку на Россию? Дэвид, почему вы выбрали Россию? У моей мамы были русские корни, очень далекие. Я всегда интересовался Россией. Что послужило толчком? Просто мечта жить в другой стране. Я всю жизнь жил в Англии, потом во Франции. Я был адвокатом. Я работал в международной американской компании. Это было, очень статусная работа, но очень неинтересная работа, по моему мнению. Очень много работал до 2 часов утра, без выходных. Я потерял всех своих друзей, мы ни разу не могли шли в театр, я своих детей не видел. Как семья отнеслась к вашему переезду? Все сказали, что мы сумасшедшие, конечно. И тем не менее вы решились? Да, но это было больше на эмоциональный... Это не рациональное решение, это было более эмоциональное решение. То есть подсказывает вам что-то, интуиция внутри? Да, 100%. Это убеждение мне продолжает... мне дает энергию, чтобы каждый день, несмотря на все сложности, продолжать бороться за то, что этот проект стал очень успешным. И когда-то 100% обязательно наше правительство или даже богатые русские начнут носить русские часы, то, что они сегодня не делают. Не носят ракету? Пока нет еще. И наши часы будут продаваться во всех странах мира. И все будут знать о ракете. Но вот отличие Европы от России там... Американский президент носит американские часы, королевская семья носит английские часы, президент Макрон носит французские часы. Это нормально. Но в России пока мы к этому еще не дошли, но хотя менталитеты меняются. За 10 лет я увидел огромные революции в менталитетах. И считаете ли вы сейчас себя успешным человеком и бизнесменом в России? Самый большой успех – это, наверное, не работает. Это семейная жизнь для меня. То есть это самое важное в жизни. У вас была супруга? Как она отнеслась к вашему выбору? Она меня всегда поддерживала. Она меня всегда поддерживала. И, не всегда. Были моменты, когда было очень тяжело. Особенно в начале. Вы знаете, вы сделали коллекцию и не покупают ваши часы. Что делать дальше? Инвесторы недовольны. Что делать дальше? Тем не менее, мы шли дальше, и я думаю, что сейчас мы оправдаем это решение тем самым, что наши коллекции покупают, у нас все дистрибьюции, мы с вами общаемся, поэтому это знак уже некого успеха. А дети, они уже пошли в школу здесь, в России? Они родились на Западе, но они с раннего года живут в России. Как иностранцу делать в России патриотический продукт? Во-первых, я себя не считаю как иностранец. У меня русские корни, которые я очень сильно ощущаю. И у меня очень сильная любовь к этой стране, которую реальный иностранец никогда не будет иметь. Но да, очень многие русские удивляются, что как я могу этим заниматься. Они видят какой-то какой-то конфликт. Я в нем ничего не вижу. То, что я рассказывал про Карла Лагерфельда, немец, который говорил с очень сильным немецким акцентом по-французски, 30 лет руководит самым таким символичным французским брендом, как Шанель, но никто не видит там противоречия. А в России люди видят это как проблему иногда. Вы можете любить эту страну, даже если вы здесь не родились. Я знаю, что это сложно понять, но на самом деле для меня это мне нравится здесь. У вас очень интересная страна, очень интересные люди, богатая культура. Для вас Россия – это больше романтика? Нет, это моя жизнь. Жизнь – это ощущение времени. У Дэвида оно точно свое, как в жизни, так и в бизнесе.
3 проблемы отрасли, которые вы сейчас выделяете в часовой индустрии. Наверное, если говорить о России, первая проблема – это то, что государство не очень эффективно сейчас помогает нам в экспорте. Экспорт – это участки в выставках, и это тоже сам процесс пересечения границы экспорт. Второй шаг – это то, что нет никаких особенных льгот для производства. Они должны быть. И третий шаг, наверное, это то, что в России есть традиция дарить часы. Госкорпорации, которые покупают часы для корпоративных заказов, не обязаны в приоритете рассматривать русские часы. 3 вопроса экспертам, которые вы хотели бы задать. Ну, наверное, самый первый вопрос – это что надо делать, чтобы повлиять на государство, чтобы оно обратило свое внимание на помощь, которая нужна русским часовым заводам. Второе мнение интересное, мне очень было бы получить, это что надо делать, чтобы как преподнести имидж русских часов иностранной публике, чтобы лучше экспортироваться. И третье, наконец, какие шаги, наверное, предпринимать, чтобы русские часы стали еще более интересными для русской нашей публики. Сверим шаги в бизнес вашу версию с экспертами и посмотрим, какие будут ответы. А с вами до встречи в Питер-кофе. До свидания. До свидания. Швейцария, Китай, Гонконг, Япония, США и Германия – эти страны – основные лидеры по производству часов в мире. А вот Россия на этом фоне заметно отстает. Чем отличается часовая индустрия в России и в Европе? Сравниваем. Проблемы и решения часовой индустрии в России. Мнение экспертов. А еще мы впервые открываем двери закрытого часового клуба. Там встречаются представители мировых брендов, коллекционеры и просто богатейшие люди. А еще это версия шагов в бизнес от Константина Старцева, основателя закрытого часового клуба. Я Константин Старцев, я независимый часовой эксперт, основатель часового клуба. В индустрии я уже около 10 лет, работаю с ведущими часовыми брендами, известными во всем мире. Какой потенциал у российской часовой индустрии? Мы сверяем версию шагов в бизнес от Дэвида Хендерсона Стюарта. Он восстанавливает легендарный завод «Ракета» бренда. Что он делает правильно, а что нет? Вы хотя бы знаете бренд «Ракета», это большая его заслуга, потому что из советского прошлого мы немного перенесли в сегодняшний мир, но вот именно бренд «Ракета», часовой бренд «Ракета» – это то, что действительно пользуется известностью и популярностью в общемировом масштабе. Поэтому все, что делается маркетингово, да, это правильно. А все, что делается в производстве, все, что делается там в плане дизайна, ну, это уже на любителя. 3 тезисно проблемы часовой индустрии в России. В России нет производства, в России нет сбыта, и в России нет часовой культуры. Это должна быть национальная поддержка в том плане «покупай отечественное». Я думаю, что часы должны входить вот в эту программу. 3 совета, которые вы могли бы дать герою нашей программы Дэвиду. Прежде всего, относительно продукта, это улучшение качества. Второе – это завоевание международного рынка, участие в профильных выставках за рубежом. И третье – продолжать делать то, что он делает. Есть ли шанс у нашей страны догнать и перегнать? Спросим мнение российского изобретателя Константина Чайкина. Он единственный из нашей страны смог пробиться на полки мирового люкса. Как у него это получилось? Его неоднократно приглашали в Европу, но он остался здесь, в России, и не прогадал. И это его версия шагов в бизнес. Я Константин Чайкин, изобретатель, часовой мастер, основатель одноименной российской часовой мануфактуры. Сейчас являюсь одним из членов Комитета Международной часовой академии, который возглавлял на протяжении последних 2,5 лет.
Константин Чайкин делает часы более 15 лет. Константина сразу заметили за рубежом, и его модели часов заняли полки люкса. Он стал первым в России обладателем престижной мировой часовой премии Женевского гран-при. Фактически часовой «Оскар» за вот эти часы «Клоун». В чем уникальность ваших часов? Все эти часы имеют некий антропоморфный дизайн. Из различных циферблатов увидеть различные там человеческие силуэты или какое-то лицо. Вот эта способность была использована в моей коллекции. Мы производим часы самого высокого ценового сегмента в России. Стоимость наших часов от $10 000. Самая дорогая работа сегодня у вас? В рублевом эквиваленте 120 000 евро. Какие вы выделяете сегодня проблемы в часовой индустрии? Первая проблема – это проблема с очень маленьким сужающимся внутренним рынком, экономикой. Да? Вторая проблема, она вытекает из первой, это плохо развито поддерживается у нас экспорт продукции. Третья проблема – это отсутствие рабочей силы, да, высококвалифицированной, как, например, есть в Швейцарии. Четвертая проблема – да, это проблема с подрядчиками, которых, естественно, у нас нет. Пятая, я думаю, что это проблема вообще с инвестиционным климатом. Поддержка со стороны государства, она нужна или нет часовой индустрии? Это единственный шанс, чтобы индустрия развивалась, либо это может, наоборот, испортить часовой бизнес? Если мы говорим про какие-то субсидии, наверное, я бы сказал, что это делать не стоит. Какие видите решения? Если мы с вами сможем обеспечить возможность производить, научим специалистов с помощью часовых школ и каких-то профессиональных учебных заведений, дадим возможность инвестировать безопасно. Да? Я думаю, что у нас все получится. Герой нашей программы – это Дэвид Хендерсон Стюарт. Как вы оцениваете его версию шагов в бизнес? Что он делает правильно, а что нет? Во-первых, мне нравится все, что они делают. Мне кажется, что ключевой момент сейчас на их месте нужно все-таки вкладывать в продвижение, больше продвижения через социальные сети и также пытаться, как и мы, да, выходить на экспорт со своими вещами. Сделать обновление, какую-то перезагрузку бренда или коллекции, поскольку они сейчас фиксируются на тех моделях, которые выпускались еще в советские времена. Мне кажется, уже пора сделать перезагрузку и придумать что-то новое. Это, наверное, основной совет, который хотел бы дать. То, что касается высоких налоги, если вы плательщик НДС, то действительно они выше получаются, чем в Швейцарии. И, конечно, здесь работать сложнее. Мне кажется, очень разумно, что если бы на запястье из высших лиц государства были бы более доступные часы, такие как «Ракета» или «Победа», мне казалось бы, это очень удачным решением. С какими проблемами Дэвид столкнулся в бизнесе в России? Время здесь могло остановиться. Завод с уникальной историей по производству бренда советских часов «Ракета» и «Победа» мог просто исчезнуть. Как англичанин Дэвид Хендерсон Стюарт пришел сюда 10 лет назад, выкупил завод и восстановил производство часов. Узнаем у Дэвида, какие были проблемы в бизнесе тогда и сейчас, и какие есть решения. Мы на заводе «Ракета» в Петергофе. Вы же к часовой индустрии не имеете никакого отношения. Вдруг вы выбираете эту нишу для бизнеса. Почему? Вы знаете, я не выбрал часовую нишу, я выбрал нишу, где есть очень много страсти, очень много эмоций, где очень много ценностей, ручная работа. Это великое мастерство. Мне больше вот это понравилось. Это искусство. Вот, это не бизнес. Дэвид, как у вас получилось купить единственный действующий завод по производству часов в России? Никого не интересовала эта отрасль, реально. Я думаю, что все остальные заводы закрылись. В Москве «Полет» закрылся, «Слава» закрылась. Несложно взять то, что никого не интересует. Конкуренции никакой не было. А где вы взяли первые инвестиции на покупку? В самом начале это семья и близкие друзья. Но через полгода, год мы поняли, что это не будет хватать. Чтобы модернизировать такое производство, нужны очень большие деньги. И здесь уже пришлось искать их на стороне. И вот это было безумно сложно. Тем не менее, вы нашли инвестора? Да, с большими сложностями.
мы нашли не только одного, но несколько инвесторов. Есть и русские, и иностранцы. Но их не так много на самом деле. Мы все равно очень маленький проект. До сих пор эта проблема сохраняется? Конечно, это большая проблема. Иностранцы очень хорошо понимают наш проект, потому что они очень хорошо ощущают потенциал нашего бренда. Но они боятся России. Русские, которые не боятся России, но часто менее понимают потенциал русского бренда. Поэтому мы находимся в такой сложной ситуации, где сложно найти инвесторов. Какие у вас были первые ощущения, впечатления, когда вы пришли на завод? Меня удивило, в каких тяжелых условиях они работали. Это было 10 лет назад, это была зима. Только пожилые люди работали, у них шуба была, они перчатками собирали часы, но это было очень плохо. Здесь было холодно, очень холодно, отопление плохо работало. Это была отрицательная сторона. Положительная сторона – это то, что они удивительные вещи творили руками. Здесь полностью ручное производство. В Швейцарии, например, во многих швейцарских заводах уже только роботы работают. Время, деньги, устоять и не сломаться. В деле Дэвиду пришлось непросто. Повернуть время вспять. И главное, для чего строить бизнес в России. Как изменились вы за эти 10 лет? 10 лет в ракете. И в России? И в России. Я очень постарел, наверное. Бизнес в России суров. Портить нервы. Это очень большой стресс. Но, тем не менее, постоянно надо воспитывать себя, чтобы и это все пережить, и продолжать искать решения. Каким вы были тогда и вот сейчас? Раньше я был очень наивным, наверное. А сейчас более мудрый, конечно, более, наверное, жесткий, менее эмоциональный. Российский бизнес теории не поддается. Здесь бизнес, наверное, в России намного жестче, чем на Западе. И помогло ли вообще образование вам в бизнесе в России? Само образование нет, абсолютно ни в чем, потому что здесь здесь больше нужны человеческие качества, чем все знания, которые я получил в Оксфорде. Как воспринял коллектив? Удивились, что какой-то иностранец ими интересуется. Они, наверное, довольно быстро поняли, что мы довольно очень серьезно к их делу относимся. И сложности были в начале то, что мы похожи друг на друга, но менталитеты совсем разные. Первое мое решение было, давайте пригласим швейцарского консультанта, чтобы он нам рассказал, как надо все это поднимать на ноги. Он кое-что полезного принес, но очень много тоже ошибок мы сделали из-за них. Одно из решений это было: уберите все ваши станки в помойку и купите новые швейцарские роботы. Слава богу, я это не сделал. Что остановило? Во-первых, деньги. Эти швейцарские станки стоят безумно дорого. Интуитивно я больше верил швейцарцам, потому что они с детства нам учат, что только швейцарцы умеют делать часы. И поэтому это у меня было закодировано в ДНК, что только швейцарцы, надо их слушать. Но здесь реально начался бунт. И они меня убедили, уговорили, что советские станки очень прочные. И если хорошо ими обслуживать, они могут достичь такой же точности и качества, как и швейцарские. И действительно это правда. И что сейчас? 90% парков нашего оборудования – это еще советские станки. И 10% – это станки, которые мы купили. Если вы поедете в Швейцарию, то сборка в Швейцарии ни в чем не отличается от этой сборки, мне кажется. Условия такие же по работе. И поэтому это результат 8 лет работы. Здесь я могу сейчас вас повести в нашу самую секретную зону, куда мы обыкновенно никого не пускаем, и я вам покажу несколько таких очень секретных швейцарских станков. То есть мы увидим секретную зону? Да. Пошли. Вот это швейцарский станок, хоть прикоснуться? Они у Rolex есть, у Swatch Group есть, но они вас туда никогда не пустят. Это абсолютно секрет. Поэтому мы делаем удивительное исключение для вас. Теперь часовой бренд «Ракета» набирает скорость. Иностранец развивает патриотический бренд России и верит, что его победа еще впереди. Выход есть. Какие советы Дэвид будет применять в своем бизнесе? Дэвид, мы сверили часы с экспертами, и эксперты видят развитие часовой индустрии следующим образом. Первое. Они считают, что государственная поддержка не всегда оправдана для часовой индустрии. Как вы считаете, это верно или нет? Это, наверное, верно, да, согласен. Второе. Эксперты говорят о том, что было бы замечательно, если бы больше в нашей стране известных людей, политиков ассоциировало себя с часовым брендом «Ракета». Да, это абсолютно верно. Я с этим согласен.
Следующая рекомендация от экспертов была, что привязывайте современный новый бренд часов «Ракета» и «Победа» с прошлым. Они видят, что, может быть, необходимо создавать уже новую историю. Ну, я с этим, пожалуй, не согласен. Мы очень гордимся нашей историей. Наш фокус мы современный бренд, который смотрит в будущем, но мы гордимся нашей историей. Поэтому я не хотел бы полностью отрезаться от нашего прошлого. Мы этим очень гордимся, наоборот. Все советы, кроме одного, они верны от экспертов. Да, абсолютно. Экспертам доверять можно. Экспертам доверять можно. Какой ваш следующий шаг в бизнесе? Охватить мир. Построить очень мощную и эффективную дистрибьюцию за границей, намного более активно через социальных сетей, в том числе рассказывать про нас за границей и постепенно начинать открывать новые рынки в Европе, в Северной Америке и в Азии. Это наш следующий шаг, безусловно. Интересно вам было сравнить свою версию шагов в бизнес и экспертов? Конечно, конечно. Любые советы, даже когда это критики, они всегда очень полезны. Дэвид, спасибо большое. Будем следить за вами. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Это версия шагов в бизнес от Дэвида Хендерсона Стюарта. Он доказал, что время – это не просто деньги, а целое состояние. Ведь это только начало. Стрелки часов от Дэвида только начали свой ход, но уже метят на полки мирового люкса. Он рискнул, и у него получилось. Это программа «Шаги в бизнес». Анастасия Рудакова, Москва, Санкт-Петербург. Оставь свой след.